Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Кипра. Сегодня мы с вами будем говорить о том, что произошло с недвижимостью целой провинции Пафос. Я очень подробно вам расскажу о административно-территориальном делении острова на провинции, на муниципалитеты. К сожалению или к удивлению для себя, я обнаружил, что люди, которые много лет записывают видео о Кипре, остров Кипр, южная часть, не знают административно-территориального деления острова. Поэтому будем, так сказать, вот эти пробелы восполнять в знаниях. Ну, во-первых, наконец-то я добрался до острова. И вот сейчас уже, так сказать, непосредственно, находясь в этом прекрасном, теплом, дружелюбном, улыбающемся острове. Ну, во-первых, это люди, во-вторых, это погода. Будем с вами говорить через призму цифр о том, что произошло с недвижимостью провинции Пафос, куда входят 4 крупных города муниципалитета. Друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Попробуем совместно разобраться в процессах, которые я наблюдал благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Ну, начало видео традиционно, друзья, не ругайтесь, посвящу административно-территориальному делению острова. Как вы видите, остров разделен на две части – северную и южную. В южной живут греки-киприоты, в северной живут турки-киприоты. Всего 6 провинций. Перечислять их не буду, вы сами можете прочитать. Сегодня мы говорим о провинции Пафос. Показываю указка – это южная часть Кипра. На карте она вот таким, видите, отрисовал я все границы каждой провинции. Это получается западная часть, самая западная часть острова. Давайте попробуем дальше разобраться в административно-территориальном делении уже провинции Пафос. Провинция Пафос, вот так она выглядит на карте Google Map. Ну, по крайней мере, так ее отрисовал Google Map. И я вот обвел это все таким желтым или коричневым, желто-коричневым пятнышком. Входит в провинцию Пафос 4 крупных города-муниципалитета. И в каждый город-муниципалитет, дальше мы будем разбираться, еще состоит из некой агломерации населенных пунктов, деревень, маленьких поселков, как угодно это можно называть, которые административно подчиняются тому или иному городу-муниципалитету. Итак, муниципалитет Пафос, ну, муниципалитет-город буду называть так, муниципалитет город Гераскипу, муниципалитет город Пея и муниципалитет город Полис. Видите, они расположены вдоль вот так, такими побережья, красными пятнышками, но на самом деле они распространяются и в глубину острова, о чем в дальнейшем мы будем с вами разбираться. Итак, начнем, естественно, с города, муниципалитета Пафос. На карте он отрисован таким образом. Будем говорить о краткосрочных процессах длиной в 1 месяц. Если вы посмотрите, здесь внизу табличка, мы будем октябрь с ноябрем 2025 года разбираться, что произошло с недвижимостью. Причем недвижимость, друзья, у нас классифицируется, вот как и в Украине, так и на Кипре, она классифицируется по классам. Мы говорим о вторичном рынке. Апартаменты класса А и Б – это новое жилье, которое было сдано в эксплуатацию относительно недавно и которое, в общем-то, отличается от старого жилья тем, что здания сооружения построены из энергоэффективных, сберегающих тепло материалов. Естественно, зимой не так холодно, летом не так жарко. Хотя вот вроде бы как зима, сегодня я с удовольствием загорал, и как бы понятно, что киприоты, греки ходят там в теплых вязаных кофтах, шубах, женщины ходят
Ну, для нас, туристов, таких как я, это как бы даже интересно посмотреть, как люди в 21 градус могут одеть на себя шубу и сапоги. Ну, я привыкну к этому, конечно, тоже, но пока для меня это удивительно. Итак, по поводу зимы. Зима достаточно мягкая, хотя только первый месяц зимы. Не знаю, как будет в феврале, ну, в январе. Буду записывать сейчас более постоянно видео о Кипре и буду вам сообщать, в том числе о температурных режимах. Итак, новое жилье А и Б класса подешевело за месяц на 0,18%. Общая или средняя стоимость квадратного метра 2807 евро за квадратный метр. Апартаменты С, Д, Е, Ф, будем называть это старое жилье, это квартиры, дома построены из неэнергоэффективных материалов, то есть, как гласит история про классификацию, что зимой здесь холодно, а летом, в общем-то, жарко, да? Ну, поживем, увидим. Снижение данного класса или данных классов, будем называть это старое жилье, минус 0,20% за месяц. Средняя стоимость 2557 евро за квадратный метр. Но вы уже чувствуете, да? Отличается как, в общем-то, ну, сильно, не сильно, но на 300 почти евро стоимость квадратного метра. С учетом того, что новое жилье, оно больше с параметром, допустим, однокомнатная квартира может достигать 70 квадратных метров. То, естественно, вы можете себе вот так предположить, насколько дороже новое жилье, чем старое. Внизу, друзья, переходим к такой табличке, да, и вы можете посмотреть, что произошло конкретно. Это сводные данные на таблице, вернее, на карте, да. А здесь уже экселевские данные. Мы видим здесь административно-территориальное отделение именно уже города, муниципалитета на исторически сложившиеся локации, где проживают греки-киприоты. И вы можете посчитать эти районы. И, в общем-то, не сильно-то много. Tombs of the King – это вот здесь сейчас ваш покорный слуга находится, в этой локации. И также вы можете посмотреть, что по локации, в зависимости от локации, меняется стоимость квадратного метра недвижимости. Самая дорогая локация – это Ката Пафос и Tombs of the Kings, там, где я еще раз нахожусь. Все остальное чуть дешевле, где-то, ну, опять же, чтобы вы понимали, вот эта часть, давайте покажу уже подробно. Нижняя часть называется Като Пафос. Вот здесь мы видим Като Пафос. Ну, в основном туристы и греки-киприоты строят здесь недвижимость для сдачи в аренду. Потому что здесь аренда самая такая, в общем-то, ну, не самая дорогая. Дальше мы будем говорить об аренде, я вам покажу. Средняя часть, где нахожусь я, это Полимидия, Пафос или же Tombs of the Kings, это район такой. Здесь чуть, естественно, дешевле, потому что чуть дальше от моря, ну, где-то от моего дома идти, наверное, километр, чуть, может, меньше до моря. Ну и самая недорогая часть – это Пано, Пафос, куда входят вот все остальные, так сказать, вот эти названия исторически сложившиеся, где проживают греки-киприоты. То есть это верхний город. Верхний город, там, в общем-то, менее комфортное жилье строится, хотя есть и комфортное, но в целом, в целой массе, видим, по стоимости оно уступает значительно Ката Пафосу и Пафос Полимидия, среди средней части данного муниципалитета. Итак, что же произошло за месяц? За месяц, друзья, видим средняя стоимость квадратного метра. Ну, как она считается, вы у меня умные, знаете. Вот видите, каждая локация имеет свою среднюю стоимость. А вот здесь, если говорить о подытоживающих данных, красным шрифтом, 2807 евро стоимость квадратного метра в целом по новому жилью. Напоминаем, мы говорим сейчас о новом жилье.
в городе, муниципалитете Пафос, что на 0,18% показало нам снижение стоимости в течение 1 месяца. Ну, это колебательные процессы. А вот теперь мы, друзья, с вами посмотрим, что же произошло, друзья, за год. Вот это самые интересные графики, рисунки, которые, в общем-то, я публикую. И на самом деле люди, которые пытаются анализировать рынок недвижимости, они не занимаются тем, что колебательные процессы отслеживают, а берут вот такие реперные точки, что было год назад, допустим, в ноябре месяце, да, 2024 года и в ноябре 2025 и сравнивают. Но у них получается не полная картинка, а у меня картинка это полная, так как я ежемесячно отслеживаю температуру рынка недвижимости острова Кипр, как, в общем-то, и Украины в целом. Да, кстати, у нас следующий проект скоро запустится. С удовольствием буду вам рассказывать о новых городах и новых странах. Итак, друзья, смотрим, что произошло с новым жильем в городе, муниципалитете Пафос. Видим, что 2831 евро стоимость квадратного метра, ноябрь 2024 год. Видим, стоимость росла до февраля месяца 2025 года, и с 2025 года мы видим снижение стоимости квадратного метра, что показала нам, вот здесь красная черта внизу, видим, да, показала снижение на 0,85%. Ну, практически на 1%, где-то больше, где-то меньше, вы можете это все посмотреть в разрезе, так сказать, локаций. Напомню вам, друзья, что Кипр я отслеживаю с 2019 года. Чем ознаменовался этот год? Это COVID-19. Помните, пандемия, людей напугали, посадили под домашний арест, и там, ну, в общем, рассказывали всякие ужасы ужасные. И что мы наблюдали с 2019 года? С 2019 года это не только по Кипру, практически и в Украине мы это наблюдали. Стоимость квадратного метра стала сумасшедшими темпами расти. Казалось бы, экономика не работает, люди сидят запертые под домашним арестом, видим, что стоимость квадратного метра или недвижимости в целом растет. Но это было связано с тем, что в этот период как раз печатались вот эти вертолетные так называемые деньги, их экономисты называют. Еврозона напечатала там порядка 10 триллионов евро. Эти деньги, естественно, выплеснулись в экономику и ну, отчасти пошли, так сказать, в недвижимость. То есть, ну, чтобы было понятно, когда печатается много денег, товары и услуги обесцениваются, то есть развиваются инфляционные процессы, поэтому люди, у которых были деньги, они, в общем-то, активно вкладывали в недвижимость. Это причем не только по Кипру, Украины, это, в принципе, отслеживалось по всему миру, по всей Европе. Ну, по всему миру не знаю, по всей Европе 100%. И, кстати, по Соединенным Штатам Америки. Итак, мы вот здесь видим 2024 год, с 2019 по 2024 год был рост стоимости квадратного метра, и стоимость выросла где-то, ну, порядка, наверное, на 50%. То есть вот так очень сильно. Но кто живет давно на острове и отслеживает ситуацию на рынке недвижимости, он, наверное, не даст мне соврать. Напишите, друзья, мне будет интересно услышать от вас. Да? Я через цифры все это вижу. Вы, будучи, так сказать, жителем на Земле, могли тоже это отслеживать, конечно, если вас это интересует статистика и аналитика. И вот с февраля 2025 года мы видим, как стоимость квадратного метра стала медленно и уверенно снижаться. То есть рынок был перегрет с 2019 по 2024 год. Это почти 5 лет он рос. И теперь мы видим обратные процессы, ну, по крайней мере, на протяжении, как минимум, практически 1 года. Переходим к следующему слайду. Здесь мы будем говорить о старом жилье, муниципалитет, город, Пафос. Видим, что апартаменты снизились на 0,20%, чуть больше, чем новое жилье. Также мы видим, что стоимость квадратного метра отличается, всего лишь 2557 евро за квадратный метр. Ну и в целом вы можете посмотреть по локациям,
переходим к вот этой красной черте, шрифту. Средняя стоимость квадратного метра 2557 евро. Это старое жилье. Снижение минус 20 за один месяц. Переходим к следующему городу, муниципалитету, а точнее это старое жилье, только уже в тенденциях длиною в один год. Видим, что ноябрь 2024 год 2594 евро, и ноябрь 2025 год 2557 евро, что показало снижение нам в годовом измерении, друзья. Что, смотрите, минус 1,43%. Но это достаточно много, с учетом того, что инфляция еще есть, еврозона дает нам, в общем-то, не некие, а дает нам статистические данные в целом, что происходит с экономикой, в том числе и Кипра. Ну, наверное, поговорим в конце, если не сильно затяну видео, то поговорим, какие факторы влияют, в общем-то, на состояние рынка недвижимости и на ценообразование, почему стоимость квадратного метра или растет, или снижается. А вот теперь мы уже переходим к следующему слайду. Здесь мы будем говорить о другом городе, муниципалитете. Это город Героскипу. Кстати, когда я только приехал на остров, у меня было несколько вариантов. Рассматривал Пея, город, муниципалитет, Героскипу и вот там, где я остановился. Это Пафос, да? Ну, сразу скажу, что Гироскипу – это тусовочное место, там достаточно много жилых комплексов. И, кстати, он показывает незначительный рост по всей провинции. Мы видим, что единственный муниципалитет Гироскипу показал нам рост. То есть здесь, ну, так очень шумно, да, в силу того, что я уже человек такой старый пердун, как иногда таких людей называют, да, поэтому мне, конечно, там, где много людей, шумно, я сбежал с города-миллионника не для того, чтобы, так сказать, опять попасть в такой же шалман. А вот Пафос, именно та часть, в которой я остановился, там достаточно тихо, спокойно. Но сейчас мы говорим о муниципалитете Героскипу. Напомню, это также муниципалитет входит, видите, здесь епархия написано Пафос, или же провинция Пафос. Итак, новое жилье подорожало на 0,20%. Ну, там несколько комплексов жилищных, которые показывают, в общем-то, рост и по аренде, и по продажам, поэтому я так думаю, что они вытянули эту стоимость квадратного метра вверх. Дальше, апартаменты старые подорожали также на 0,20%, напомню вам, всего лишь за месяц. Ну и также можете сравнить, что средняя стоимость квадратного метра нового жилья 2530 евро за квадратный метр, а старого жилья 2467 евро. Также можете посмотреть на табличку внизу и посмотреть по каждому, так сказать, по каждой локации, сколько стоит квадратный метр. Это, в общем-то, занимательная, друзья, статистика. Если вы отслеживаете, что происходит с недвижимостью по острову Кипру, вы не увидите подобного контента. Вот поверьте мне, никто этим не занимается от слова совсем. Я скрупулезно с 2019 года использую научную методологию в своих научных исследованиях. Это метод статистического анализа. Вы через призму цифр наблюдаете вместе со мной за процессами. И использую также метод классификации, то есть мы разбиваем по классам недвижимости, и также вы это видите все в цифрах. Итак, в среднем, значит, новое жилье по муниципалитету Героскипу 2530 ноябрь месяц и рост плюс 0,20%. Давайте посмотрим, что произошло за год. Вот такая, ну прям пила, да, зубы рыбы пилы. То есть вот это называется колебательные процессы. Ну, на колебательные процессы, друзья, влияет очень много факторов. Все не буду перечислять, но, к примеру, сдается какой-то жилищный комплекс, и мощная реклама, а раскачать рынок недвижимости на Кипре, ну, очень просто, вот поверьте мне, весь остров меньше, чем в городе Киеве. То есть в городе Киеве там порядка сейчас 3,5 миллионов, я думаю, больше, потому что еще там беженцы приехали. А тут весь остров, столько же людей живет.
То есть вот эти, человек это ж такое коллективное животное, и в зависимости от потраченных денег на ту или иную рекламу можно, в общем-то, относительно в небольшом промежутке времени поднять стоимость квадратного метра или же опустить. И вот это мы и наблюдаем. То есть мы видим, что ноябрь 2024 года это новое жилье, снижение, потом некое плато, потом выброс, один месяц, точнее квартал мы видели повышение стоимости с какого-то перепугу, ну просто давали объявления, возможно, люди, которые вкладывали в недвижимость для того, чтобы продать ее, и вот где-то квартал мы видели, что реально стоимость достаточно высокая, потом опять снижение, и теперь мы видим также незначительное снижение, что в целом в годовом измерении показала нам рост, видим, плюс 0,10%. Незначительный, но все-таки вот такой вот интересный путь за год прошла недвижимость, новое жилье в муниципалитете, городе Гераскипу. Следующий, друзья, слайд. Здесь мы будем говорить уже о старом жилье, апартаменты С, Д, Е, Ф. Здесь также рост плюс 20, 2467 евро стоимость квадратного метра. И повторюсь еще раз, вот если вы здесь посмотрите на эту табличку экселевскую, рост плюс 0,20%. Вы можете посмотреть также по локациям, сколько стоит квадратный метр той или иной локации. Друзья, это уникальная статистика, это уникальный контент. Никто больше не делает подобного контента на острове Кипр. Следующий слайд посвящен, естественно, уже длительным процессам длиною в 1 год. Также старое жилье Гераскипу, город-муниципалитет 2471, снижение, рост, снижение, незначительный рост. 2467 это уже ноябрь 2025 года, что в целом показало нам также рост в годовом измерении 0,28%, друзья. Ну и переходим к следующему слайду. Это муниципалитет, город Пея. Видим, как Google Map отрисовывает данный муниципалитет, то есть локацию видим. Я вам говорил, что у меня было вот 3 локации, куда я рассматривал жилье. Смотрели, это Пафос, это Гераскипу и это Пея. Ну, Пея это великолепно. Тут, кстати, Пафос самый дорогой, потом идет Гераскипу по стоимости, и потом идет Пея по стоимости квадратного метра и аренда. То есть в Пее наименее дешевое жилье относительно, назовем это так. Это небольшой город, скорее всего, это такая деревня большая, с развитой инфраструктурой, даже там есть спортивный зал, великолепный спортивный зал, не помню, как он сейчас называется, но потом расскажу. Кстати, я посвящу отдельное видео, так как я, хоть я и такой пестуркуватый, да, но я всю жизнь занимался физкультурой, поэтому, как мне говорят, неплохо сохранился. Поэтому я проеду по всем залам и покажу вам, и потренируюсь там, насколько все-таки молодцы киприоты, классные у них спортзалы, даже небольшие залы, они все равно такие очень комфортабельные, очень хорошая атмосфера, но посвящу отдельное видео. Итак, муниципалитет Пея. Новое жилье подорожало плюс 0,26%. И видим, что 1934 евро стоимость квадратного метра. Но вы уже увидели, услышали, там где-то 25, вернее 2500 евро, в Пафосе 2000 тоже, там 400, наверное, Гераскипу чуть поменьше или столько же, как в Пафосе, а здесь прямо, совсем. 1934 это новое жилье. Рост за месяц плюс 0,26%. А вот старое жилье подешевело на 0,28%. И стоимость квадратного метра 1772 евро за квадратный метр. Ну, реально, друзья, вот в городе Киеве, кто смотрит за моими публикациями, то есть так, если это не массив спальный, то вот там, где я жил, Подол, Шевченковский центр, Голосеевский центр, ну я про Печерский не говорю, там и 3000 и больше стоит квадратный метр, то есть вполне
для, скажем так, нерукожопого киевлянина, который может зарабатывать деньги, приехать и купить себе квартиру в районе 200 тысяч, это вполне себе такая история, очень даже правдоподобная. То есть по стоимости сопоставимой с стоимостью в городе Киеве, в центральных районах. Итак, повторюсь еще раз, что новое жилье, вот здесь внизу, подводя итоги, подорожало на 0,26%. Посмотрим, что произошло в годовом измерении. В годовом измерении 1935, ноябрь 2024 год, потом рост, видим несколько месяцев, потом опять снижение, вот эти колебательные процессы. Ну и 1934, ноябрь 2025 года, что в целом минус 0,05%. Ну это на уровне, так сказать, статистической ошибки. То есть длинный путь прошла недвижимость, но вернулась в исходные параметры, которые были в ноябре 2024 года. Следующий слайд. Здесь мы говорим о старом жилье в муниципалитете Пея. Минус 0,28% за один месяц и 1772 евро. Это средняя стоимость квадратного метра. Давайте посмотрим, что произошло в течение года. В течение года старое жилье медленно и уверенно в муниципалитете Пея снижалось. Итак, видим 1797, это ноябрь 2024 год, и ноябрь 2025 год, это 1773, что показало нам снижение на 1,34% за год. Ну, в общем, это, друзья, достаточно значительно. И напомню вам, что до 2024 года, с 2019 года мы наблюдали рост стоимости, причем по всем сегментам. Это и жилая недвижимость, и коммерческая недвижимость. А вот сейчас видим некий такой тренд на снижение стоимости квадратного метра. Следующий слайд. Здесь мы с вами говорим муниципалитет Полис. Он находится, наверное, так, у нас вверху что север, внизу юг, здесь запад, да. Северо-западная часть острова. Да, северо-западная часть острова. Великолепное, друзья, место, просто восхитительная природа. Туристов практически просто нет, от слова совсем. Ну, вне туристической зоне расположен. И, естественно, стоимость квадратного метра, вы видите, самая-самая недорогая. Здесь я ну, отслеживаю, несколько есть жилых комплексов, новое жилье, есть также старое, поэтому я объединил выборку. Апартаменты и новые, и старые, снижение 0,11% за месяц. И видим средняя стоимость 1898 евро за квадратный метр. Что в месячном измерении, сравнивая октябрь с ноябрем, видите, кстати, можете посмотреть по локациям, снижение минус 0,11%. Да? И я вот подумываю, ну, напишите, кто смотрит меня, может быть, есть смысл каждое следующее видео, то есть выезжать на местность, хотя я, в общем-то, не люблю передвигаться, конечно, мне это время много теряешь, хотя здесь вполне комфортный трафик. И рассказывая о том или ином городе, муниципалитете, полетать сверху, посмотреть, как он выглядит, и, ну, естественно, дроном, да, и рассказать, может быть, какие-то достопримечательности, которые присутствуют в том или иной локации, о которой мы будем говорить. Но это я подумаю, насколько это будет удобно мне с точки зрения затрат по времени, потому что я как бы много работаю, и, конечно, кататься, наверное, будет не совсем с руки, но все может быть, это я так мысли вслух. Итак, друзья, переходим к следующему слайду. Здесь мы посмотрим, что произошло с городом, муниципалитетом Полис в течение 12 месяцев. Итак, ноябрь 2024 год, 1919 евро за квадратный метр.
И ноябрь 2025 года 1898 евро, что показало нам снижение на 1,09%. Итак, друзья, давайте подведем итоги. Это очень интересно. О экономических показателях, наверное, поговорим в следующем видео. Специально запишу видео, подробно, развернуто, как я это люблю показывать, с цифрами Евростата. Поймете просто, как вот эти внутренние факторы очень сильно влияют на состояние рынка недвижимости, а точнее на ценообразование квадратного метра. Итак, здесь сводные данные, что произошло за месяц в целом по провинции Пафос. Подытоживающие данные, вот здесь внизу смотрим, 2424 евро, это ноябрь 2025 год, куда входит муниципалитет Пафос, Гераскипу, Пея и Полис. Что показало нам, друзья, что за месяц рост незначительный, плюс 0,07%. Пафос муниципалитет показал снижение, а два муниципалитета Гераскипу и Пея показали незначительный рост. В итоге мы увидели динамику роста и индекс положительный, единичка, запятая 0,01. Ну, по индексам я чуть позже расскажу. Старое жилье, друзья, 2174 евро за квадратный метр. Здесь мы видим снижение за месяц минус 0,08%, индекс отрицательный 0,999. И последний слайд, друзья, будем подводить итоги, подытоживающие. Здесь мы сравниваем год. Ну, 11 месяц, это ноябрь 2025 с ноябрем 2024 года в целом по провинции Пафос. Видим, что красная черта, вот эта строка по провинции Пафос, средняя стоимость квадратного метра, это новое жилье, друзья, 2424 евро за квадратный метр, что показало в годовом измерении снижение минус 0,30%, индекс отрицательный 0,997. Друзья, вот что такое индекс? Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени, стоимость квадратного метра недвижимости. Считается он просто, если у вас есть статистика. Показываю на примере 2424 делим на 2431, получаем снижение в процентном соотношении минус 0,30% или вот этот индекс. Друзья, а в Украине компания Lim Consulting и ваш скромный слуга одни из немногих. Это в Украине на сегодняшний день проживает 28 миллионов людей. И компания Lim Consulting и Андрей Гусельников, это я про себя говорю, да, одни из немногих, которые делают индексы для крупных украинских национальных банков и для иностранных банков, которые, в общем-то, позволяют финансовым учреждениям понимать, что происходит со стоимостью квадратного метра недвижимости, под которое их финансовое учреждение выдало определенные финансовые ресурсы. Друзья, ну на Кипре этого просто вот в априори нет, такой услуги не оказывает никто. Поэтому у меня есть возможность куда двигаться на этом солнечном острове. Итак, мы проговорили про в целом в годовом измерении снижение нового жилья на 0,30%. И старое жилье, друзья, видим, что 2174 евро за квадратный метр, снижение также, ну, можно до 1% в годовом измерении. Индекс отрицательный 0,990. Ну, что бросается в глаза, друзья, давайте вот по старому жилью, что самое дорогая недвижимость, я вам говорил, что это в муниципалитете в городе Пафос 2557, потом идет Гераскипа 2467, ну и потом Пея и Полис. 1773 это Пея муниципалитет и 1898 Полис. Друзья, ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел сегодня, наверное, вам сказать. Давайте о экономических данных, макроэкономических, точнее, индексах, которые характеризуют состояние экономики Кипра, я расскажу, наверное, в следующем своем видео. Ну,
время уже много прошло. А теперь, друзья, пришло время что? Давайте выключаем. Пришло время прощаться для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью на острове Кипр. Вам необходимо, друзья, что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить видео, можете вопросы мне задавать, друзья. Я адекватным людям, поверьте, отвечаю. А еще вы должны помнить, что я, ваш скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости острова Кипр, которые помогут вам не заблудиться в каменных джунглях рынка недвижимости острова, ну или как минимум станут для вас путеводной картой также в каменных джунглях острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.